У нас появился искусственный интеллект. Он классно генерирует текст, картинки, делает ресерч, собирает информацию с десятков сайтов. И классный помощник. Ты задал вопрос, он ответил, но пока что ему нельзя сказать: сделай компанию и на следующий день уже получать прибыль. Но пришел апдейт, обновление, и к нам на помощь пришли агентские AI-системы. Это OpenClaw и Hermes. Это такие обертки, которые позволяют зациклить искусственный интеллект от OpenAI, либо от Anthropic Claude, и чтобы он добивался результата, поставленной цели, либо сам себя запускал и периодически выполнял какую-либо работу. То есть вот такой вот механический буст. Но по-прежнему нужно использовать LLM. Да? LLM-ка, либо подключить аккаунт официальный от этих систем, либо подключить по API к ним какую-то LLM-ку. Кому как нравится, кому как выгоднее. Но сейчас мы все разберем. На практике же, когда мы открываем OpenClaw и Hermes, мы видим, да, он может управлять операционной системой. Мы видим, да, у него есть какие-то инструменты там редактирования, например, вордовских файлов, либо транскрибация там, видео, например. Но это как будто бы мало, да, потому что из таких интеграций есть Telegram, например, есть, я не знаю, еще пару интеграций, почта, ну, как будто бы это мало, как будто бы именно процессы компании, ну, как бы не особо освоишь, да, чтобы прям что-то автоматизировать, а все же, в первую очередь, они нужны нам для того, чтобы убрать рутину. У человека есть дезмотивация, ее отсутствие, нарушение дисциплины, но у машины такого нет. У него может быть только сбой, да, и все. Ну так, в принципе, она более стабильна, чем человек. И сейчас, кстати, рассмотрим, как же сделать свою AI-систему агента. Это AI SEO-агент, который создаст сайт, веб-блог и будет его вести, создавать странички по заданному дизайну. И самое главное, растить SEO-трафик и перенаправлять этот трафик на ваш сайт, чтобы у вас были продажи, регистрации, ну смотря какой у вас бизнес, да, сколько бизнесов, столько там и разных путей, но всем нужны клиенты. И это классная штука, поэтому начинаем. Я разложил все по пунктам. Первый шаг – это нужно арендовать Linux сервер. Стоит он, в принципе, копейки, особенно если рассматривать бизнес-возможности. Но вот здесь вот будет видео выше. Нажимаете, переходите, смотрите. И в том видео я рассказываю, где можно арендовать бесплатный сервер. Именно на 2 гига, 2 ядра, 4 гига оперативы. И бессрочно. Постоянно можно им пользоваться. Ну и также сейчас скажу лайфхак. Если зайдете на Oracle Cloud, выберите какой-то не самый популярный регион, то там бесплатно выдается 4 ядра и до 24 гигабайт оперативной памяти навсегда бесплатно, с условием, если у вас один из ресурсов потребляет более 20%, там, например, нагрузки на ядра, оперативной памяти, либо SSD. Поэтому для своих задач выбирайте чуть поменьше, чтобы у вас всегда была нагрузка 20%, иначе могут отобрать, решив, что вы им не пользуетесь. Так что переходите в Oracle Cloud, все ссылки в описании, под этим видео и в комментариях. Смотрите это видео до конца, потому что я также прикреплю Notion файл, в котором будут все промпты, чтобы вы могли создать сами эту агентскую систему. Вернее, это инструмент, да, потому что у нас алгоритмы есть, которые достигает результата, LLM-ка есть, и нужен инструмент, который может проектировать, создавать сайт, его развивать, добавлять странички, и чтобы там подключить домен, чтобы эти странички сразу же в интернете появлялись. Вот, также, ну, в общем, сейчас все рассмотрим. Арендовали сервер, получили бесплатно, неважно. Следующее действие, номер 2, это нам нужно через Codex CLI, либо Claude Code CLI. Это такой инструмент, терминальное окно, которое позволяет программировать. Это тоже такие агентские системы, но для кодинга, которые могут достигать задач в разработке. И, собственно,
нам нужно, чтобы, если вы используете какую-то из них, чтобы она подключилась вот к этому серверу, да, который вы арендовали, и далее, чтобы она его настроила. Вот. Для этого что вам нужно сделать? Нужно либо SSH настроить, то есть это у вас на сервере можно добавить ключ. Сначала можно по паролю войти, либо какой-то хостеры бывают предоставляют сразу же в личном кабинете указать этот SSH-ключ. То есть вам нужно попросить своего CLI-агента создать этот SSH-ключ, и он дальше вас сориентирует, что дальше делать. Вот это установится соединение. Первый раз, возможно, потребуется подключение по паролю. Это вам выдает уже хостер. И все, мы устанавливаем это соединение к серверу от CLI. И дальше через это окно настраиваем. Далее я подготовил промпт, который есть по ссылке в описании. Вы его вставляете в CLI, и уже на сервере он создает такую вот структуру. То есть первым делом он создает нового пользователя worker, чтобы все действия происходили не от root пользователя. Root — это главный пользователь на Linux, и можно много чего сломать. Особенно вот эти товарищи любят какую-то фигню периодически делать. Ну, как если смотреть отзывы и практику, да, что бывает там много произвольности себе позволяют, поэтому ограничим отдельным пользователем worker. Пользователь создастся, у него такой вот путь будет, home worker, и у него будет папочка. Дальше это уже сам CLI скажет, у меня в промпте там уже все написано, чтобы создалась папка projects. Папка SEO агент — это папка с вашим проектом, и в промпте нужно будет указать название вашего домена, то есть у вас должен быть зарегистрирован домен, вот, и у вас создастся еще папочка с названием вашего сайта. Самое главное, что внутри, это вот такой вот файлик с Python скриптом, который позволяет создать веб-сервис вот из этой всей иерархии папочек, да, и тут некоторая у него внутренняя структура есть, то, что доступно, там всякие из интернета, favicon, карта сайта, robots.txt, папочка с репозиторием ваших страничек, и, в общем, будет далее у нас наполняться он HTML файлами в будущем, и они будут появляться как странички вот в интернете. Все, теперь переходим дальше. У нас 4-й пункт — это MD-файл создания этого AI-tool, да, инструмента для агента. Также этот файлик, вернее, промпт готов, содержание этого файла по ссылке в описании в Notion берете, кидаете просто снова в CLI, и он уже создает вот этот AI-tool, который создает веб-сервис, создает robots.txt, карту сайта, API. Также для того, чтобы это все создалось, перед этим у вас кодекс CLI, например, проведет опрос, ну, либо Anthropic, если вы им пользуетесь. Лучше включайте Plain Mode, режим планирования, и тогда он сначала проведет опрос, вы ответите на все вопросы, пришлете, например, там токен вашего Telegram-бота, создадите Telegram-бота, чтобы получать уведомления. Вот, потому что когда будут создаваться новые странички, вам будет вот этот вот OpenClaw либо Hermes присылать уведомления вот такие вот, что страничка готова, опубликовать, исправить или переделать, да, собственно, либо удалить там вообще ее. Ну, в общем, там вы можете подправить сами, дорабатывать эту систему как хотите. Тут уже неважно, какие кнопочки, собственно, будут. Ну, вот такие возможности, да, и вы такие посмотрели, эту страничку открыли, нравится, опубликовать, и он будет ее публиковать. Все, также опросит вас на предмет того, какую вы аналитику будете использовать, например, там Google аналитику, либо Яндекс.Метрику, либо какую-то кастомную, еще другую, и вы дадите ему ID вашей
аналитической системы. И далее каждая HTML-страничка будет включать этот трекер, пиксель, и собирать статистику, аналитику, и вы будете видеть, как по мере расширения вашего проекта больше будет страниц на разные тематики. Вы будете видеть, как растет трафик, там будут цели настроены, то есть конверсии, какие люди куда перешли, да, то есть и уже даже простраивать в своем проекте аналитику, который выполняет продажи, да, то есть это я рекомендую делать не на основном своем проекте, а сделать как отдельный проект, отдельный домен, да, то есть такой отдельный сайт, который будет именно ранжироваться в поиске, вести трафик за счет такого веб-блога. Далее перейдем к 5 пункту. Как раз таки вот он построит после опроса SEO Engine, AI Tool. У него будет API, у него будут вот эти все возможности, которые я сейчас обговорил. Далее 6 пункт. Это также этот промпт находится по ссылке в описании в Notion. Вы его просто берете и вставляете. Также AI делает опрос, так что поэтому, собственно, лучше всего запускать в режиме Plan Mode, чтобы он сразу же опросил, вы далее нажали кнопку и просто он все это дело сделал снова, да. То есть, что это за файл? И что за вопросы будут? Этот файл включает в себя пункты о вашей компании, чем она занимается, там, какой продукт, что вы продаете, какая тематика, какой стиль текста вам нужен. В общем, проведет интервью. И на основе этого интервью вы ему, конечно же, ответите на эти все вопросы. И он создаст вот такой вот файлик, на который будет опираться AI-агент, OpenClaw или Hermes при создании HTML страничек. Да. Также в Notion я прикрепил там 4 файла с 4 разными дизайнами блога, как он может выглядеть, поэтому закиньте ему, он попросит, чтобы вы закинули картинку в папочку, которую он создаст, вы закинете, и он на базе этой картинки, UI интерфейса, создаст интерфейс. Вот. То есть, если вам не нравятся те интерфейсы, которые я прикрепил картинками в Notion, то переходите на Pinterest, либо другой ресурс, где есть какие-то картинки, да, качаете, скачиваете, закидываете нужный вам дизайн, и он сделает. И у вас весь блог будет в одном дизайне всегда. Вот. Так что так вот. И далее, 7 пункт. Это, собственно, установка самих этих агентов OpenClaw и Hermes. То есть до этого момента они не были установлены на Linux сервере, который вы арендовали. И, конечно же, CLI, которому вы скидываете все эти промпты, которые у меня заготовлены в Notion, он сам там скачает OpenClaw или Hermes, он в процессе опроса спросит вас, что вам больше нравится, OpenClaw или Hermes. Пока что за последнее время я больше всего оценок вижу в сторону Hermes, что людям он больше нравится. Вот, ну, я сам посмотрел, мне как-то он тоже понравился больше, чем OpenClaw. Но под разные задачи, возможно... Ну, в общем, кому что здесь нравится, дело вкуса, да. Поэтому все, он автоматически установится на ваш Linux сервер. И также у меня там все в промптах есть, чтобы ваш CLI, он настроил этого агента, да, Hermes или OpenClaw. Так что работенки у него будет достаточно, но не прям уж много. Я, например, пользовался в последнее время Codex CLI за $20, и он прямо эту задачу хорошо выполняет. Даже, в принципе, бесплатная версия может с этой всей задачей справиться. Ну, может быть, не за один подход, за 2. Да, ну, в принципе, справится. Так что можете на бесплатной версии попробовать, если хотите. Ну, хотя бесплатной версии все же маловато. Да, Claude CLI я перестал пользоваться в какой-то момент, потому что за $20 там 2 запроса буквально можно сделать. Вот, поэтому от OpenAI Codex CLI он повыносливее будет. И вот модель сейчас появилась 5.6, по-моему.
я просто пользовался 5.5, и она круто справлялась. 5.6, наверное, еще круче справляется, хотя модель 5.3 кодекс тоже очень круто программирует, хотя не так комплексно к задаче подходит, более как для устранения багов лучше подходит, чтобы лишний раз не тратить токены. Но, в общем, берете просто самую последнюю модель от Codex CLI, и он многофакторно к этой задаче все подходит и все вот это строит, да, то есть вам просто нужно скидывать мои промпты, которые у меня заготовлено в Notion. Вот, ну, у каждого есть, конечно, свои какие-то индивидуальные там потребности, но это вы уже можете сами доработать, ваши хотелки после того, как будет сама система готова, да, базово. Вот, и дальше персонализированно, может, какие-то вам еще функции нужно будет доработайте. Так что сейчас это все очень гибко происходит. Так что я рекомендую Codex CLI. Если вы любитель чересчур всего бесплатного, если честно, я бесплатное ничего не люблю, потому что оно плохо выполняет задачу. У меня есть такая вот для себя принцип я выбрал. Если у меня нету платной версии какой-то, я вообще ничего не делаю, потому что на бесплатный ты потратишь просто больше времени, продолбаешься на исправление там багов, указывать, что куда там разместить, это не очень кайф, да. Ну, в принципе, бы подошел бы еще Gemini от Google, да, Antigravity. Ну, у них CLI тоже есть, Gemini CLI, вот, ну, там только платный нормально работает, базово что-то может сделать, наверное, на эту задачу хватит, но если глубже, чем больше проект разрастается, тем ему сложнее становится, он теряется в коде, да, поэтому я бы его не совсем бы рекомендовал, то есть цена, качество, лимиты, возможности, я бы все-таки рекомендовал OpenAI, да, Codex CLI, он же ChatGPT, вот. Так как вы в процессе опроса ответили, и в том числе на какие-то технические моменты, прислали токен от своего бота в Telegram, то, собственно, и Telegram у вас автоматически подключается, и у вас появляется весь нужный функционал. То есть, как я уже рассказал, когда агент создает какую-то новую страничку, HTML-скую, да, либо раздел, либо там разные возможности есть, то это вам приходит вот в Telegram, и вы с кнопочками, и вы нажимаете на кнопочку «Публиковать», «Исправить» или «Переделать». Да. И дальше что у нас? 9 пункт. Nginx. Nginx — это такой зверь, который позволяет из интернета получать доступ к вашему приложению. Конечно, можно было бы и без него обойтись, но с ним мне нравится больше, я всегда его использую. Создаешь конфигурацию, там настраиваешь все переадресации. Вернее, благодаря моим промптам ваш CLI от Codex либо Anthropic сделает это все за вас, настроит эту всю конфигурацию как нужно, там все описано, что нужно сделать, да. Это, как правило, подключение домена, ну, конфигурация, в которой будет прописан домен, переадресация с www на просто домен, переадресация с HTTP на безопасное соединение HTTPS. Вот, там установлены базовые правила защиты, в принципе, и все. Но он, конечно же, этот Nginx установится автоматически, потому что у меня в промпте там уже все заготовлено, да. Но нужно не забыть, к вашему серверу, который вот сняли на Linux, у него есть IP-адрес, и этот IP-адрес вам нужно указать у вашего хостинг-провайдера, да, то есть где вы купили ваш домен. У домена есть DNS-записи. Есть DNS-запись, называется A-запись. Если есть старая, ее нужно удалить, создать новую пустую и вот установить IP-адрес. Здесь для примера 123.123.123, но это ваш IP-адрес вашего сервера. Вы указываете в эту А-запись вашего домена, и там минут, там, не знаю, когда через 15, когда через полчаса, когда вообще говорят, нужно ждать 24-72 часа, это если сеть тупит, везде это должно проиндексироваться, но по моей практике это гораздо быстрее, в ближайшие там полчаса все окей заработает. Вот, и ваш домен будет указывать на ваш сервер, и тем самым вот уже будет простроен путь.
до вашего сервера, да, и можно как бы перейти, но не совсем, потому что конфигурация Nginx не заработает до тех пор, пока вы вот эту вот запись не настроили, вот, и у меня в промпте указано, чтобы у вас на сервере появился CertBot. Это бот, который позволяет получать SSL-сертификаты, в общем, для защищенного соединения. Установите эти сертификаты, вы там далее понажимаете. А эти записи об защищенном соединении появятся в Nginx. Все это поэтапно, короче, CLI вас опросит, просто нажимаете. Самое главное, перед всей этой работой, в общем, просто заранее сделайте так, чтобы у вас была запись настроена, и все, вот как я сказал, IP-адрес в домене был, и все. Да, и дальше можно, в принципе, будет уже не париться. Это если вы профокапили момент, да, и начали работать, и потом, я забыл, тогда уже может немного каши получиться, но ничего. Дело тренировки. Но здесь, если что, у меня есть напоминалка. Вот, и все. И в принципе, ваш агент на OpenClaw и Гермесе настроен. Все. Он доступен из интернета, вся эта система, да, такой вот двигатель SEO создан под ваш дизайн, под ваш бизнес, под ваш продукт. OpenClaw или Hermes, в зависимости от того, кого вы выбрали, теперь может управлять этим SEO-двигателем, создавать HTML-странички с аналитикой. Да, поэтому в 12 пункте написано, упомянута как раз-таки аналитика, что вы в личном кабинете уже сможете наблюдать статистику. То есть вот в процессе опроса также по промпту, который вы отправите в ваш CLI, он в вопросе также уточнит, какие вам нужны конверсии, да, и будет расставлять их на всех нужных страничках, на кнопках, которые ведут на ваш основной продукт. Так что так вот. И все, вы теперь можете откинуться на спинку вашего офисного кресла и поспать, наверное, потому что OpenClaw или Hermes будут работать по крону. Крон — это такая штука, которая периодически запускает вот этот процесс создания HTML странички. Вот. Вы можете, кстати, отключить вот это подтверждение в Telegram, что протестировали, посмотрели, в принципе, он окей, все делает. Можете поставить, чтобы он сказать также вашему CLI, либо уже, в принципе, самому агенту, что давай-ка, друг, без этих подтверждений нормально делаешь, и, в принципе, там, например, раз в неделю проверять все эти странички, да, вот, так что, да, будет по расписанию делать HTML-странички, либо HTML-странички и новые разделы. Можно это назвать там какие-то посты небольшие, да, может делать вам прям статьи. Также в процессе опроса он спросит, какие ваши картинки использовать. Если у вас есть какой-то продукт, фотографии вашего продукта, вы засунете ему в папочку там ваши фотографии вашего продукта, и также при создании этих HTML-страничек OpenClaw и Hermes будет использовать не только ваш там дизайн, который вы утвердили, и все требования, но также и ваши картинки будет вставлять. Если у вас нету картинок, у вас нету фантазии, что ему за картинки дать, там есть вариант ответить ему на вопрос так, чтобы он сам находил там картинки, которые в интернете, да, есть, и из интернета прикреплял ссылки, чтобы у вас были хотя бы какие-то картинки в вашем блоге, да, тематические. Вот, так что вот настолько автоматизируется, думаю, вообще классно, да. То есть, какую вот идею можно сделать? Например, вы строите дома, да, вот сейчас вообще мега такая идея. Я вот, кстати, хочу для какой-нибудь строительной компании это запустить. То есть, есть, например, 1000 городов там в стране, да, и сделать домен, там, например, каркасные дома, вот, какой такой домен, каркасные дома или дом на заказ. И это будет домен там второго уровня, там, .com, да, можно сделать
его подключить и, в принципе, даже дать API этому агенту от хостера. У хостеров есть API для того, чтобы можно было удаленно, без вот этого визуального интерфейса, создавать новые сервера и там что-нибудь раскатывать, да. Ну и также, например, управлять доменом, да. То есть можно сделать так, чтобы он там сам создал 1000 поддоменов там под каждый город, и там будет, например, там, не знаю, екатеринбург.доманазаказ.ру, да, например, вот так вот. И вручную 1000 создавать поддоменов, ну такое себе. А тут уже агент, в принципе, может это сделать. И в проекте появятся под каждый поддомен папочки. И, соответственно, уже это считается как отдельные сайты. И в принципе, если бы для одного сайта, да, можно было делать бы там одну там статью в день, там для начала 2-3, постепенно наращивать эти количество страниц, чтобы вас не заблокировали поисковые системы, вот, то, в принципе, раз это разные уже домены получаются, да, 1000 разных доменов, то, как вы догадались, и в 1000 раз больше страниц можно делать. Только это уже вопрос затрат на создание HTML-страничку, да, но в любом случае это дешевле, чем человек. И есть сейчас разные API, по API доступны эти все модельки, можно тестировать, как с ними справляются. Я, например, тестировал для создания текста LLM GPT OS 120B, она там капец какая дешевая, что-то там стоит, я не знаю, там пусть будет 10 центов, в рублях, наверное, там 10-12 рублей, 1 миллион токенов. Да, в принципе, неплохо. Дизайн есть, шаблон уже есть там, блога, ей по факту нужно только отредактировать, добавить текст, поэтому, в принципе, справиться очень дешево, да, можно это реализовать. Если хочется что-то постабильным, помоднее, то можно, конечно, использовать более мощные там модели от GPT, Anthropic, вот. Так что такие вот возможности есть, и это гораздо дешевле, чем человек. И прикиньте такую махину, которая выгружает эти все страницы. Конечно, здесь может быть критика в том плане, что все же это спам в там вот эту в поисковые системы, да, но я и говорю, что нужно аккуратно к этому подходить, сразу на всю катушку не заходить, вот, да, то есть везде должен быть здравый смысл. И у меня уже такой есть кейс, я себе подобным образом пригнал там 3000 переходов из поиска и сделал 4 продажи там своего сервиса. Лень-тюлень называется, для документов, сейчас он у меня приостановлен, потому что я его обновляю, хочу сделать более крутым, чтобы брать больше денег, собственно. Вот. Поэтому я уже результат получил. Я вижу, как другие люди делают свои сервисы и также гонят трафик, и там у них уже, как они более длительно это делают, у них уже более серьезный результат, то там до 3 миллионов переходов в месяц, там 50 тысяч переходов в месяц. То есть это серьезные кейсы, и это такая вот классная штука, классная агентская система получается, которую сейчас не все могут сделать. Что-то подобное есть и на WordPress, да, но у меня там другие вопросики, не так там все управляемо, другие вопросы есть, да, в общем, по технике, технологии, как это все работает. Поэтому я показал вот этот вариант, более управляемый, более такой вот индивидуальный. На самом деле он достаточно просто. Это сервис из одного Python скрипта по факту. Остальное это все там мелочи, этот Nginx, да, то есть минимум окружения, минимум нагрузки на сервер, HTML страничка может быть разного там дизайна, какого вы хотите, мобильная версия и так далее, все уже включено. То есть, ну, прям сочно, да, сочно, классно. Вот, возможно, в будущем я сделаю такую агентскую систему, доработаю до многопользовательской, и вы сможете ее купить. Да, например, ну пока что я предлагаю вам воспользоваться моей схемой и сделать для себя. Потому что для себя, когда ты делаешь для себя, с учетом своих нюансов, да, поэтому у меня такая штука сейчас
для себя сделано, но если я кому-то передам, будет много там вопросов. Поэтому пока что могу сделать там кому-нибудь на заказ это, да, если нужно. Вот, потому что все время кому-то одному сделать и многопользовательскую версию — это совершенно разные задачи разного масштаба, да. Для кого-то одного это маленькая задачка, многопользовательская, чтобы для всех, там это уже гемор начинается. Вот, поэтому как бы так. И поэтому и тренд сейчас есть такой, что тренд отменять подписки на всякие CRM-системы и прочее, и делать свои вот такие вот штуки. И я согласен, да, вот есть агентская система, наворти себе как хоти, вот и все. Вот, и, собственно, все, такой вот у нас классный график получается роста. Самое главное, что у нас рост, клиенты, вот, автоматический рост SEO-трафика, новые страницы каждый день, повышение позиций в поиске, рост посетителей и конверсий. Вот, кто-то, может быть, еще подключит сюда такие есть сервисы, которые из созданного текста нейросетью делают такой более человечный. Но я протестировал именно вот на этом алгоритме HTML, и я не увидел, чтобы прям те HTML, которые мне создал AI, они как бы прям были такие плохие, что SEO их выплевывает. Наоборот, я получил результат, да. И поэтому я пока что не совсем увидел смысла сюда включать дополнительную какую-то систему, за которую нужно платить, чтобы сделать текст более человечным. Вот, поэтому как бы если бы у меня не было подтвержденных, да, этих данных, ладно, окей, нужно было бы думать, но работает, да, работает все. Вот, так что здесь еще я подытожил такой вот полный поток работы системы. Еще раз, арендуем сервер, подключаемся к нему через SSH, вернее по SSH, с помощью кодекса CLI, либо CloudCode CLI, закидываем промпт заготовленный, который по ссылке ниже в Notion. Он создает проект, затем закидываем следующий промпт, ну это вернее структуру проекта создает. Далее следующий промпт создает именно саму систему, устанавливается OpenClaw или Hermes в зависимости от того, что вы выбрали. Подключается телега с помощью вашего токена IP-ключ, который вы кинули. API-ключ, IP, блин. Тоже звучит как что-то на старческом, так. В общем, API-ключ от телеги. И все, у вас все готово, да, все доступно в интернете, защищено благодаря Nginx. Кто хочет более сильную защиту, можете дальше пойти там. Ну, у меня там уже все настроено, на самом деле, чтобы извне порты не слушались, были закрыты, только локальные порты, там все это, ну, короче, там все описано, я говорю, просто копируйте промпты, кидайте, и он работает базово, вся эта система будет готова, остальное это уже нюансы, все. Аналитика будет уже рабочая, так как все в процессе опроса вы тоже пришлете ID вашей аналитики, аналитической системы, да, Яндекс.Метрика или Google Analytics. И все, откидываемся на спинку офисного кресла и любуемся, как она работает. Также у меня там прописано, чтобы в этом сервисе AI Tool, Engine, SEO Engine были логи. Вот, так что можете периодически заходить, смотреть, какие логи, может, какие-то сбои бывают, либо еще что-то. В общем, да, так что можете мониторить. Также по поводу Codex CLI и CloudCode CLI, вы можете использовать его на своем компьютере, чтобы он подключался к Linux серверу базового, чтобы там создать эту иерархию папок, базовые какие-то настройки, да. Но если вы увидите, что он какой-то, ну, как бы не очень хорошо получает доступ к файлам, конечно же, можно его установить на сам Linux сервер, и уже подключившись к Linux серверу в терминале Linux сервера, запускает CLI именно оттуда,
И так он будет работать точнее и быстрее, потому что он не будет получать файлы как-то через интернет и сканировать его инструментами, а он будет сразу же просто их видеть в репозитории. Но работает не на всех серверах, связано со всеми вот этими вот политическими приключениями. То, что для России эти сервисы недоступны, если у вас сервер с российским IP, то они на нем работать не будут. Если вы шарите, можете на него поставить VPN, но это долго рассказывать, какая-то там получается нюансы, да. Поэтому, если у вас российский сервер, просто используйте эти кодек CLI и код CLI со своего компьютера. На своем компьютере у вас VPN, и все будет классно работать, и они будут подключаться к вот Linux серверу, да, все они будут делать, возможно, где-то нужно будет больше уточнений, может быть, не так быстро, и, в принципе, все нюансы. Во всем остальном все они справятся, 100 раз так делал, так что, Славик, не очкуй. Вот, в принципе, все, поэтому телега моя также в описании. Так что можете писать мне какие-то вопросы, делать заказы на заказ, такие системы. Так что пишите в комментариях, что вам интересно, какой следующий AI-тул, агентскую систему сделать. Вот. И я сделаю такой вот план, распишу, покажу архитектуру, как что можно сделать, заготовлю также промпты, чтобы вы могли просто закинуть и создать себе такую систему. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комменты. Все, всем удачи, спасибо за просмотр.